Политическое землетрясение потрясло Украину, и его ударные волны могут изменить все. Добрый день, дорогие друзья! Гости моего канала вас приветствует канал Эрика Берлин, Deutschland. Если вы случайно зашли на мой канал, я буду очень признательна. Подписывайтесь. Это поможет продвижению моего канала. Это огромная мотивация для меня. Заранее благодарю. Также, друзья, подписчики, не забываем ставить лайк за мою работу. Итак, друзья, начинаем мое видео. Поехали! Несколько дней назад был застрелен председатель украинского парламента. И все западные СМИ возложили вину на Путина, на Россию. Сегодня, кстати, расскажу. Президент Польши рассказывает неудобную правду о просроченном президенте Зеленском. Я начала мое видео о том, что только что был убит украинский политик. И все, конечно, утверждали, что виновата Россия. И гражданская война против Зеленского уже началась, и она будет продолжаться. Все вы, наверное, уже слышали, украинский политик Парубий был застрелен на улице. Как говорят, Андрей Парубий был яростным противником России. Карьера Парубия была давно омрачена кровавыми событиями еще до его убийства. В 1991 году он основал Социал-национальную партию Украины, печально известную своей неонацистской идеологией. Во время Майдана в 2014 году он координировал парамилитарные протестные группы в Киеве. Позже, будучи секретарем Совета национальной безопасности и обороны, он руководил первыми военными операциями против милиции на Донбассе. И его давно связывают с резнёй в Доме профсоюзов в Одессе, где сгорели более 40 антимайдановских активистов. Для многих Парубий воплощал самые темные стороны постмайданной Украины – фанатичный национализм, жестокие репрессии и политический экстремизм. Его внезапная смерть теперь нарушила хрупкое политическое равновесие страны. Для одних это доказательство того, что правительство Киева скатывается в паранойю и внутренние чистки. Для других это еще одно доказательство скрытой руки Москвы. Однако остается факт, один изгнанный украинский депутат прямо обвиняет Зеленского в том, что он отдал приказ на убийство, и призывает мир обратить внимание. Поэтому в СМИ было очень просто свалить эту вину, то есть, что этого политика застрелили именно россияне. Но не все так просто. Украинская газета пишет, один из подозреваемых был задержан. Итак, сейчас я предоставлю, что говорит газета. Это только версия Украины. И преступление не случайно и имеет российский след. В министерстве Клименко сообщили, что подозреваемый был задержан в районе Цемильс. Вицкий отметил, что нападающий. Он пытался скрыться в западном регионе и замести следы, переодевшись и выбросив оружие. На пресс-конференции 1 сентября полицейский заявил, что полицейский сообщил, что время преступления планировалось более месяца, и что нападавший получил инструкции и поддержку. Подозреваемый планирует сбежать за границу. В настоящее время нет доказательств, что у него были сообщники, сказала полиция. В деле есть признаки того, что это преступление по контракту. Есть оперативная информация, указывающая на возможное участие российских спецслужб в операции, заявил Варду Уницченков, глава СБУ во Львовской области. Итак, это теперь официальная версия украинского правительства. После всего этого сообщения украинской прессы у каждого здравомыслящего человека появляются сомнения. Полицейский говорит, что нет доказательств этому, что Россия была причастна к убийству, что преступник действовал в одиночку. Но украинская разведка говорит о том, что все говорит о причастии именно России к этому убийству, российских спецслужб. Если даже доказательства говорят об обратном, нужно все сделать, чтобы доказать, что в этом убийстве было причастие россиян. Почему все это делается? Зеле нужно опять топливо для его пропаганды. Самое смешное, что задержанный
сам из Львова, то есть украинец. Он признался и рассказал совсем другую историю, чем Зеленский и спецслужбы. Виновный обвиняют Зеленского и его предшественников. Что пишут наши разжигатели войны? Газета «Тагешпигель». Это моя личная месть государственной власти. Подозреваемый признает убийство бывшего председателя украинского парламента Баруби. В деле бывшего украинского председателя парламента Баруби задержанный признался в преступлении. Да, я признаю, что убил его, и я хочу, чтобы меня как можно скорее осудили и обменяли на военнопленного в России. Обмениваясь информацией, чтобы я мог найти тело моего умершего сына, сидел местный журналист на судебном процессе во Львове. Это моя личная месть украинской государственной власти, говорит 52-летний мужчина о своей мотивации. Баруби, однако, был выбран в качестве жертвы, так как он жил рядом с подозреваемым. Вы посмотрели, что говорит немецкая газета. Украинский отец обвиняет украинских политиков в смерти своего сына. Что это произошло из-за мести на украинское правительство. А что пишет Россия по поводу убийства политика? Преступник зовется Михаил Стенеляков и не двуличный российский агент, а украинский отец, чей в такой войне в России пропал без вести. Его признание открыло глаза. Этот поступок был его личной местью украинским властям. Он сказал, что выбрал Баруби, потому что тот жил рядом. И он бы предпочел выстрелить в бывшего президента Порошенко, если бы это было проще. Было бы. Но выбор цели был не случайным. Речь идет об обоих мужчинах, которые... Украина с Майдана из 2014 года с Порошенко пошла по пути конфронтации с Россией и интеграции в НАТО. И в итоге развязала ужасную войну. Для этого отца это трагедия. Горькая ирония. Его сын погиб в бою с Россией, но он не обвиняет Москву, а собственное правительство. Его сын не стал жертвой агрессии Путина, а решением украинской политической элиты, принятым за год до этого. Пигрл добавляет, что он отрицал контакты с российскими спецслужбами. Сын подозреваемого Титерс, по сообщениям СМИ, в 2023 году, во время боев с российскими подразделениями в ныне оккупированном украинском городе Махмуд пропал без вести. После всего, что я вам рассказала, можно понять, до чего же украинский народ ненавидит украинское правительство. Сейчас вам покажу. Баруби настоящий правый. Он был связан с убийствами на Донбассе. Кто начал самую жесткую атаку против Зеленского, против всей этой враньи, что именно Россия была причиной убить этого политика? Артем Дмитрук, мой любимейший украинский политик, обрушил после этого убийства самую жесткую атаку против Зеленского. В Львове застрелена ведущая фигура крайне правых. В течение нескольких часов правительство Зеленского объявило, что преступники задержаны. Но теперь отстраненный украинский депутат выходит на публику с бомбой. Он утверждает, что кровавый след ведет не в Москву, а прямо в президентский офис на улице Банковой. В субботу бывший спикер парламента Андрей Парубий был убит посреди дня на западе Украины. Парубий был не просто депутатом, он считался одним из печально известных архитекторов украинской политики после Майдана. Связан с неонацистской символикой, парамилитарными группами и ранними операциями против мирных жителей на Донбассе. В течение 48 часов правительство Зеленского заявило, что подозреваемый задержан и дело закрыто. Но критики считают, что эта версия слишком удобна. Выдающийся депутат Артем Дмитрук написал, что расследование не более чем жалкая постановка. И власти выставили случайного человека козлом отпущения, чтобы скрыть правду. Буквально, след этого преступления ведет прямо к улице Банковой. На этой улице расположена администрация президента в Киеве. Дмитрук, флот 2024 из Украины, заявил: ему угрожали смертью из-за его сопротивления действиям Зеленского против Украинской православной церкви.
С тех пор он рисует образ церковного руководства как коррумпированного, авторитарного и даже террористического. Теперь он идет еще дальше. Он обвиняет окружение Зеленского в организации политических убийств для устранения соперников и укрепления власти. Специальный посол России Родион Мирошник усилил эти подозрения и сказал, что Порубистот должен очистить игровое поле еще до возможных мирных переговоров, устраняя определенных фигур. Могли бы разжечь новую политическую конкуренцию. Ужасна мысль о том, что убийство в Украине давно стало средством в политической борьбе за власть. Неудивительно, что Киев указал пальцем на Россию. Полиция во Львове заявила, что российская следа – главное направление их расследования. Москва хочет дестабилизировать Украину мрачными и циничными действиями. Однако критики считают этот рассказ неправдоподобным. Почему Россия должна была убивать именно Порубия, политика с неонацистским прошлым и антироссийской позицией, который превращал его в полезный объект пропаганды для Москвы? Однако остается факт, один изгнанный украинский депутат прямо обвиняет Зеленского в том, что он отдал приказ на убийство. Раскрывается больше и больше сущность украинской политики и пропаганды, поддерживаемой Западом. Доставлю видео. Вопрос Дмитруку. С чем связано убийство Порубия? Артем, здравствуйте. Как вы считаете, с чем может быть связано убийство Андрея Порубия? Если же мы с вами поговорим про параллели, то, конечно же, убийство было совершено примерно одним и тем же способом, как и Андрея Порубия, так и Портнова. Здесь важно указать, что если о мотивах, да, если Андрей Порубий знал и понимал, хотя и, возможно, система уже была немножко устаревшая, как организовывать перевороты, как организовывать майданы. Вот, если раньше это было по отношению к легитимному президенту, да, Виктору Януковичу, то сейчас это было бы реализовать намного проще, поскольку это необходимо было реализовать по отношению к давно нелегитимному, а просто захватившему власть в Украине Зеленскому. То Портнов мог правильно, грамотно все это легализовать на территории Украины, скажем так, все эти процессы заверить юридически. Вот, поэтому два этих громких убийства, я считаю, лежат в одной плоскости, и их следы ведут на улицу Банковую. То есть это прямые заинтересанты этих убийств. Сейчас я очень нашла одно видео, которое вам должно тоже понравиться. Дмитрука – это мой любимейший вообще политик и человек. Как он человечный очень. Недаром он раньше работал в церкви. Он очень хорошо знает гонения церкви в Украине и издевательства, которые происходили над церквями в Украине. И сейчас ему зададут вопрос, что в октябре якобы должны были происходить выборы в Украине нового президента. Путин говорил, как я могу подписывать документы, я тоже предоставляла давно уже видео такое, с президентом, который не является легитимным. Завтра он уйдет, просто потерянное время. Все останется так, как было. Об этом же говорит тоже Трамп. Когда все же придет время, что заставит Зеленского произвести эти выборы, о которых больше и больше говорят. Была инсайдерская информация в прессе о том, что якобы на Украине к октябрю готовят выборы. И в какой-то момент показалось, что это действительно так, потому что начались какие-то разговоры, волнения. И мы знаем позицию президента Владимира Путина о том, что, слушайте, надо провести действительно выборы. Мы не можем подписывать какие-то документы с человеком, который не является в данный момент легитимным. Я так понимаю, прекрасно это понимает, эту позицию президент Трамп. Понимают ее в Европе, но, видимо, не хотят что-то менять. Как вы считаете, вообще в какое время и когда могут заставить Зеленского провести все-таки выборы?
Ну, давайте первое, еще совмещая с первым вашим вопросом, я отвечу, что и ранее я об этом упоминал, что единственными площадками, которые могут реально привести нас к миру, где могут проходить реальные переговоры о мире, это может быть Москва или Минск. И буквально сегодня глава Российской Федерации Владимир Путин об этом тоже заявил, что реальные переговоры о мире могут проходить в Москве. И я не вижу ни одних причин, противоречащих сегодня представителям Украины ехать в Москву и говорить о мире. То есть все те, кто отвергают это, все те, кто на это не соглашаются, это исключительно те люди, которые хотят продолжения войны в нашей стране, собственно, геноцида нашего народа. А теперь с вами перейдем структурно к выборам. Да? Ну, конечно же, глава Российской Федерации, как правовед, как юрист, как законник, в определенной степени он говорит логические, правильные вещи. В Украине давным-давно пора провести выборы, легализировать процессы. Сегодня в Украине власть захвачена террористом. И уровень доверия у Зеленского давным-давно на нуле. Вот. Но здесь же важно понимать, как провести выборы и для чего они будут проведены. Если это выборы без выбора, скажем так, да, под контролем той же террористической организации, под контролем каких-то отдельных групп Запада, то зачем это проводить? Ну, сменят, допустим, даже Зеленского на другого представителя партии войны, какого-то там начальника военного или еще какого-то фунта. Но это же не поменяет основной вектор. Вот. Выборы в Украине, даже если могли бы быть проведены, то это исключительно под надзором и контролем всех стран-участниц, в том числе и России, и Белоруссии, вот, для того, чтобы можно было защитить всех и избирателей, и кандидатов на выборах. Тогда это могут быть нормальные выборы, но участники должны быть в равноценном количестве представлены на территории Украины. Россия, Белоруссия, США и другие. Да? Но такой вариант маловероятен сегодня. Поэтому, какие выборы? Выборы для чего? Для того, чтобы будет прекращение огня, да? Будет остановка огня там, на какой-то период. Чтобы что? Чтобы в Украине прошли еще какие-то укрепляющие процессы, чтобы отправили еще больше оружия, собрали еще больше бедных людей на убой. То есть мы должны задаваться этим вопросом. Да, выборы нужны, но для чего? Но я вам скажу откровенно, что чем дальше этот процесс затягивается, тем больше я понимаю, что, возможно, как говорил один человек, это последние выборы в Украине, которые были, собственно говоря, в 2019 году. То вполне вероятно. Сегодня в Украине возможно рассматривать вариант и временного правительства, да, которое тоже может быть составлено и собрано с многих стран-участников. Это давно придумано уже до нас. Вот. Но здесь же надо просто понимать, что пока в Украине действует режимная история, пока в Украине действует партия войны во главе с Зеленским, ни о каких реальных процессах речи идти не может. Прежде освобождения Украины от Зеленского. Еще одна очень интересная тема, которую я нашла для вас, что бывший президент Польши дал интервью о том, что в 2022 году, в ноябре, когда прилетела ракета в Польшу, ему позвонил Зеленский и требовал сказать, что это российская ракета. Помните то время, когда говорили, вот, россияне, даже нечаянно попала ракета в Польшу. Все это блеф. Сам Дуда говорит, который, в принципе, большой был друг Зеленского. Почему это происходило? Зеленский хотел втянуть. Вы же знаете, он любитель втягивать разные страны в войну. Сейчас вот он хочет втянуть Германию. Зеленский хотел втянуть Польшу в эту войну уже в 2022 году. Сами понимаете, ведь Польша – это страна НАТО. Дуда хоть чуть-чуть дружит с головой, как говорится. И он не пошел на это. Когда Зеля тогда уже обзванивал все европейские страны, втягивая их в эту войну, что, мол, смотрите, россияне якобы уже обстреливают Польшу, а это же страна НАТО. Но ему это не удалось. Помните 15 ноября 2022 года? 15 ноября? Да, наверное, самый трудный день президентства.
Вопрос о ракете в Пшеводове. Тогда вам звонил Зеленский. Можно сказать, что он оказывал на вас давление, чтобы Польша немедленно заявила, что это российская ракета? Можно и так сказать. Вы тогда были в шоке? Нет. Но вы восприняли это как попытку втянуть Польшу в войну. Воспринял. И что вы ему сказали? Ничего. Сначала они пытались втянуть всех в эту войну. Это очевидно в их интересах, и особенно страны НАТО. Они ищут тех, кто будет сражаться на их стороне против русских. Это не новость. Так происходило с самого первого дня. Мечта такая, чтобы все НАТО стало вместе с ними, чтобы армия сразу получила поддержку стран НАТО, чтобы приехали натовские танки, натовские солдаты со своей техникой и сражались против русских. Это же их мечта. Только мы не могли на это согласиться. Мы Польша, мы страна НАТО, никогда не могли на это согласиться. Как мы видим, что Зеля и после 3,5 лет, скоро будет 4 года, не меняется. Зеленского, вы сами понимаете, из-за роста, его высоты, маленький карлик, в детстве низкая самооценка. И все, что сейчас происходит, он мстит за все, что он в детстве и в юности испытал. Часто люди, которые имели низкую самооценку в юности, у них большие проблемы с психикой. И они мстят. И если они приходят, не дай бог, к власти, а это независимо, политической или экономической какой-то власти, становится какой-то шефом или какая-то фирма, он мстит и старается доказать всем, что он большая личность. Дуда сам говорил, что это сумасшедшее, что творил Зеленский, тем не менее помогал ему. Он сам сказал, что я был тогда в шоке, когда Зеля предложил мануть весь мир, якобы это была российская ракета. Есть еще такие особи, люди, которые говорят, что мы тут накручиваем какое-то, рассказываем о каких-то фейках. Мы предоставляем политиков, что они сами говорят. Мы представляем политиков, украинских политиков, тех же польских политиков, немецких журналистов. Я нахожу. И в этом вся правда. Отрицать невозможно. Теперь, дорогие друзья, хочу предоставить еще видео. Артем Дмитрук. Ему задают вопрос, как вы видите кончину Зеленского, когда его погонят. И вот он тоже говорит, похоже, что я вам тоже сказала. Это жалкий человек, что у него очень ущемленное самолюбие. И то, что он сейчас хочет показать себя большой личностью. Мы видим, как он иногда себя неадекватно ведет, бегают глазки. До сих пор часто он не уверен в себе, если очень хорошо проследить его движения, его вступления. Кажется, что он возомнил себя Богом и царем. Хочет доказать это. При этом он выглядит просто часто нелепо и смешно. Никак. Недавно я выставляла видео одного украинца, который Зеля – это подарок чуть не судьбы Украине, который 30 лет якобы прожил в Украине. Вот предыдущее видео выставляла, и потом я его разоблачала. Евгений, как вы видите побег зеленого просроченного... Смотрите, как бы я к нему не относился, а я его знаю давно, еще до того, как он стал президентом, как личность достаточно, жалкий человек, да, представьте, над ним издевались всем, кому не попадя, выступал он и в банях, и на корпоративах, и, конечно, у него ущемленное очень самолюбие, он сейчас реабилитируется, да, пытаясь отомстить всем, кто когда-то кушал, когда он вот это прыгал в своих лосинах и выступал на шпильках. Конечно, такое простить, наверное, сложно, но давайте откровенно, его сделали фигурой, он был обложкой всех журналов, с ним приезжали, фотографировались все мировые лидеры, он умудрился обобрать
Даже Трамп говорит, обобрать Байдена, елки-палки, 350 миллиардов. Мне интересно, мы же понимаем, что Трамп не глупый человек и точно понимает ответственность за свои слова. Вот смотрите, он каждый раз говорит эту цифру. Я ее не вижу в официальных документах. Я, честно говоря, не понимаю, что означают секретные приложения, да, к договору о ресурсной сделке, но думаю, что там как раз и есть реальный госдолг Украины. Там это описывается, да, но представьте эту степень вообще вложений в наше взаимное убийство друг друга. Представьте. И мы им что-то должны будем отдать? Это человек, который живет за счет подачек, наябедничал Трампу на Венгрию и Словакию. А из-за чего все? Из-за нефти, конечно. То есть они покупают российскую нефть. Венгрия и Словакия поставляют электричество в Киев, а в ответ получают удар по нефтепроводу «Дружба». Зеленский говорит, они получают прибыль от нефти, используют эти деньги на оружие против нас. Но самое смешное, что потом же он тянет у них этот же газ или нефть, чтобы в Киеве горел свет. Протягивает кабель, чтобы в Украине горел свет. То есть логика школьника, о чем я говорю. Это человек, который не отвечает за то, что он говорит. Венгрия уже заговорила о прекращении поставок электричества. Она давно уже об этом говорила Украине. Он сам подставляет тех соседей, от которых зависят только потому, что они думают по-другому, чем сам Зеленский, и которые раскрывают его сущность и не боятся раскрывать, несмотря на то, что они находятся в НАТО, раскрывают сущность этого никчемного человечка. Низкой самооценкой и с неадекватным мышлением, но который знает только одно, как хорошо можно нажиться на этой войне. Дорогие друзья, вот и закончилось мое видео. Я надеюсь, вам было со мной интересно, комфортно. Заходите на мои новые видео, подписывайтесь, не забывайте ставить лайк, поддержите мой канал, чтобы он развивался дальше. Всем вам мира, здоровья и сердца к вам, ваша Эрика. Пока, мои хорошие.